Друзья ютуберы, привет! А перед началом хочу сказать спасибо за ваше внимание. И настоятельно рекомендую посмотреть эту серию вживую, потому что она очень пиздатая. А это пересказ сериала «Клан Сопрано», 3-й сезон, 11-я серия. Приятного наиприятнейшего просмотра. Парень, которого вы ищете, бывший русский десантник или хер пойми кто, в одиночку завалил 16 чеченских боевиков. Да ну нахуй. Прикольно, да? Глория приезжает на яхту, чтобы найти своего толстого ёбаря, который куда-то пропал. Тут начинает звонить русская шалава этого лысого. И она представляется учительницей, его сына, думая, что Глория это жена. Но Тони разруливает ситуацию. Сначала он врет Глории, что это учительница, потом он признается, что так и так, это его бывшая любовница, и все вроде нормально, но Глорию бесит, что он первый раз соврал. Она выкидывает его подарок и посылает его нахер. Я, как обычно бывает, забываю имена трудно выговариваемых русских имен в американских сериалах и фильмах, поэтому буду импровизировать. Тони решает позвонить Поле и сказать, что когда ты сделаешь свой педоманикюр, тебе надо будет съездить к русскому Сашке и забрать, получается, у него деньги. После разговора через какое-то время он вместе с женой приезжает к Мелфи, которая сидит и не понимает, а чё они опять приехали. Вроде все по расписанию, проблем нету, но они все равно приходят. Это уже стало для нее традицией в жизни. Мэдоу болеет коронавирусом и понимает, что она болеет, сидит рядом, собственно, со своим ёбарем, который предлагает ее в попку, но она не хочет, потому что она болеет. Он понимает, что сегодня погонять дракона она не сможет, и он уходит, типа спать. Поле, кто бы мог подумать, взял с собой Криси и зашли в Тадж-Махал русского, который везде навешал ковры, и Поле угорает, что скорее всего здесь сидят талибанцы, которые прячутся за коврами. Хоть они и забрали деньги, Поле начинает возникать, что это за херня, это универсальный пульт. Но русский говорит, чтобы тот его положил, и этот мудак его разбивает специально. И начинается маленькая разбирательная разговорная речь, чтобы пояснить, кто из них виноват, кто из них прав, не прав. И в конечном итоге получается так, что неправы все. Прав только пульт, который уже разбит, и его, скорее всего, трудно получится починить. Но так как они практически мирно разошлись в этом разногласии и решили вопрос, они решают съездить, отдохнуть, расслабиться и покататься. Тони приходит долбить Глорию, которая вроде бы она еще даже и не забыла, но вроде бы и простила, она привыкла, когда ей врут. Она дарит ему какой-то халат, который спиздила где-то у какого-то папы римского. Поле включает умника и говорит, что был маленький инцидент, и в этом проблемном ситуационном моменте виноват Криси, потому что он что-то сделал, и с Сашкой, в общем-то, произошел конфуз. Тони говорит, что он ни хера не хочет это знать, потому что скоро ему надо связываться уже на встречу с Николаем, это который босс этого Сашки, и чтобы, в общем-то, Сашка не пришел, если вдруг что, потому что пиздец будет Тони. Поле угорает с Криси, что надо съездить куда-нибудь подальше, по грибы, потому что вроде бы грибы еще из снега не выбрались, но надо поискать, вдруг они еще есть. Как раз, может быть, еще и Сашка подъедет, который любит тоже путешествовать, он же русский. Криси говорит, я хочу пожрать, он говорит, ну сначала надо решить дело, а потом мы и пожрем, потому что еда это святое. Тони подъебывает Мелфи, что единственная стабильность, которая может быть у него в жизни, это то, что он приходит к ней уже сюда на заседание. Потому что она его слушает, практически ничего не говорит и постоянно анализирует все говно, которое он на нее выливает каждую неделю. Но Мелфи благодарна этому, потому что хоть это и плохая стабильность, все-таки это стабильность и опора в ее жизни, потому что этот пациент стал для нее чем-то большим. И тут оказывается, что Сашка жив, он русский, и водка поменяла его кровь, и теперь смерть его отторгает. Они решают Сашку отвезти, искать закладки. И дают ему лопату. Сашка угорает, что скоро он всех их перехерачит. И начинает копать. Но когда один отвлекает другого, он въебывает Криси, а потом убегает. Но Поле не был бы Поле, если бы не смог нормально выстрелить в башку русскому. Но русский не был бы русским, если бы какой-то выстрел в голову его мог просто так убить. Они бегут дальше и в итоге теряют русского Сашку в лесу, который бегал босиком, без оружия и в крови. Но, скорее всего, Сашка просто, как Винни-Пух, залез на дерево.
Они позвонили, в общем-то, Тони, который шлет их нахер, говорит, он не хочет ничего вообще слушать, это они обосрались, их не косяк, решать пусть как бы будут они сами. И через какое-то время приезжает уже к Николаю, который сидит и жалуется, что так и так, жизнь говно, потому что его друг Сашка, армейский друг, как бы пропал куда-то. Тони позвонил Поле и говорит, что так и так, этот Сашка не должен выбраться живым, потому что он бывший военный спецназовец, элитное подразделение, он участвовал в 2 чеченских кампаниях, завалил 15, значит, боевиков, или даже больше, в одиночку. Работал в Минобороне, русский командос, русский зеленый берет и в общем пиздец. Мэдоу решил узнать, как дела у ее бойфренда, который вроде бы ложится спать, но перед сном нужно побриться, прихорошиться и уйти на улицу. Поле не нашел ничего, кроме проблем. Он проебал ботинок, и теперь он ходит, получается, с одной ногой. Но они находят фургон в лесу. А в лесу никого больше нет, даже водителя фургона. Они сидят и думают, что, скорее всего, их найдут уже как в могиле. И сам прикол, он даже не может дозвониться Тони, потому что связь не ловит. Мэдоу взяла свою подружку и, зная, что может ее заразить, решила проследить за своим бойфрендом. Тони, просрав весь вечер, взял, значит, Пузатого, и они поехали искать ребят. Мэдоу увидела, что Джеки долбил другую и посылает его нахер, они расстаются. А эти балбесы ищут других балбесов, которые как бы потерялись, начинается паника. В общем, словами не передать весь пиздец, который у них там был наедине, поэтому лучше посмотреть эту серию как бы самим. Тони понимает, что Поле пиздобол, что косяк устроил он, а Криси не при делах. И по приезду их ждет очень серьезный, скорее всего, разговор.